Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчы Сагынбаева Орозбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Вот они перед вами. И эти книги я провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики. И в настоящее время они включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. Затем, чтобы школьникам было легче освоить такой большой объемный труд, как Манас, я составил такую рабочие тетради для 8 и 11 классов. И они также в настоящее время решением ученого совета Академии образования нашей республики включены в школьную программу. В настоящее время я работаю на второй части трилогии «Манас» с Семетеем. Мною закончен первый том данного произведения. И сейчас я работаю над вторым томом романа «Семетей». Для того, чтобы еще больше популяризировать эпос Манас, я уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе Манас и читаю отрывки своего романа. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель планеты, наша Земля, может познакомиться с эпосом Манас, моим романом, на своем родном языке или языке, наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам большая просьба. Сообщите об этих видеороликах наших своим родственникам, друзьям, знакомым, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Это все, что я хотел вкратце рассказать об эпосе Манас в своем романе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. У меня, оказывается, так и остался мой гонор, приобретенный дома. Горестно покачал головой китаец. Хотя за столько времени стал бедолагой, лишился ханства, натерпелся достаточно горя, я все равно забылся. Я поступил как человек, который слез с лошади, но не вынул ногу из стремени. Зачем мне надо показывать свою удаль и спесь именно здесь? Разозленный на себя, Алмамбет соскочил на землю и пошел тихонько в сторону палатки богатыря Манаса. Когда он переступил порог, поздоровался с Манасом, все дружно ответили ему. Не обращая ни на кого внимания, Алмамбет спокойно протянул руку Бакаю. Он крепко пожал китайцу руку. После него Алмамбет прошел дальше, поздоровался с Манасом и уселся рядом с ним. Пристально взглянув на китайца,
Увидев ее потрескавшиеся губы, Манас понял, что он очень голоден. Видать, этот джигит здорово проголодался, печально покачал головой богатырь. Видимо, его также мучает жажда от долгой дороги. Если сейчас не накормить и напоить его, он может от слабости потерять сознание. Обеспокоенно Манас велел повару быстро принести еду. Выполняя приказ, мальчик с двумя слугами принес палатку подслащенный кумыс. Один из слуг, наполнив позолоченную чашу до краев кумысом, вежливо протянул ее Алмамбету. «Нет, подайте сначала кумыс дяде», — сказал китаец, и отказался принять чашу. Оказывается, наш гость воспитанный, вежливый человек, подумал довольный Бакай и пригубил из чаши. Поступок Алмамбета также пришелся по душе и Манасу. «Неплохо, неплохо», — подумал богатырь. «Я убедился, что этот джигит силач и храбрец. Кроме этого, Алмамбет показал себя воспитанным человеком. Он не стал сразу принимать протянутый хумус. Проявив вежливость, отдал ему Бакаю. Наполнив опустевшую чашу кумусом, воин протянул ее Алмамбету. «Никому не подам видом. Пусть никто не догадается, что я голоден», — подумал про себя китаец и слегка пригубил чашу. Но когда кумус дошел до желудка, у Алмамбета внезапно стали закрываться глаза, а в груди что-то защипело, и он как будто заново воскрес. Немного отдохнув, китаец выпил весь кумус. От выпитого Алмамбет вспотел, и его ум полностью прояснился. Когда немного охрипший богатырь стал кушать и наелся, еще больше вспотел и окончательно пришел в себя. Манас, молча наблюдавший за Алмамбетом, прекрасно понял это. «Слава Богу», — подумал богатырь, — китаец пришел в себя. От кумуса его лицо покраснело, пропала бледность. От обильной еды по его лбу струится пот, чувствует, что он значительно окреп. Я до сих пор молчал, проявляя к нему уважение. Теперь надо поближе познакомиться с ним и расспросить его обо всем. «Богатырь, ты из какого народа будешь?» – спросил Манас. «Когда пришел сюда?» «Судя по внешнему виду, лошади и оружию, ты похож на китайца. У тебя есть какой-нибудь город, народ, куда ты направляешься? Как тебя и твоего отца зовут? Расскажи нам обо всем, ничего не скрывая». Богатырь печально ответил Алмамбет. «Зачем тебе знать, как меня зовут? Я одинок и бедолага, лишенный своей отчизны. Что толку спрашивать, откуда я пришел, куда иду? Я человек, которому некуда идти, у которого нет своего народа, и который, бродя везде, хочет достичь невозможного и жаждет сочувствия у людей, поэтому вынужден везде скитаться. Я неудачник, труды которого никто не оценил, хотя я служил от всей души, не смог нигде найти приют». «Это я понял», — кивнул головой Манас. «Но откуда ты прибыл? Кто твой народ? Где твоя отчизна? Раз ты спросил, отвечу. Я сейчас прибыл из Анжи, Манжи, Танши, Кириште
и города Кентуна. Горько вздохнул Алмамбет и поведал свою родословную. Когда он говорил, богатыри поняли, как Алмамбет измучился и ни за что, ни про что был оклеветан. Я несчастный Алмамбет, закончил рассказ китаец, у которого из глаз брызнули горькие слезы. Родной ты мой человек, с жалостью подумал он. Оказывается, ты очень щедрый, умный, справедливый человек. Но никто не оценил по достоинству твои бесценные качества. Никто не дал соответствующую оценку твоему бескорыстному труду и знаниям, которые ты посвятил своему народу. Не печалься, я тебя окружу заботой и вниманием. Теперь ты всегда будешь рядом со мной и никогда не останешь одиноким. Приняв такое решение, Манас про себя дал клятву всегда защищать Алмамбета. Он ласково посмотрел на него. «Не грусти, богатырь», — мягко сказал кровопийца. «Кто, гоняясь за оленем, не преодолевает высокие горы Алатора, и кто не блуждает в потемках, если собьется с верного пути, то, что ты прибыл сюда, большая для нас честь и радость, обозначающая, что Бог дал мне тебя. Поэтому я достоинством отвечу приход такого хана, как ты». «Спасибо, богатырь», — вежливо ответил Алмамбет. «Мне ничего не надо». «Нет», — отрицательно покачал головой Манас. «Хана никогда не ступает на другую землю без подношения. А ну-ка, богатыри, быстро приготовь подарки для Алмамбета». «Что нам ему подарить?» — спросил Бакай. «Подготовьте резвого скакуна и хорошую шубу», — командовал богатырь. «Алмамбет, если захочет, останется у нас. А если нет, отправится в любую сторону. На дорогу мы ему повесим на спину драгоценное ружье Аккельте. Дадим в руки копье Сырнайза, наденем шубу Аккубе и привязан на пояс Ачалварс, меч с золотой рукояткой. Если не захочет остаться, пускай Алмамбет заберет все это в Китае, где живут многочисленные его сородичи. Они хоть и враги нам, но великий народ». Видели, чтобы выполнить приказ, стремглав кинулись туда-сюда, в мгновение ока привели Аккулу, накинутую шубой Аккубу, подготовили перечисленным Манасом оружие, все поставили перед Алмамбетом. Затем они подарили ему еще 9 превосходных скакунов. «Здорово меня уважил Манас», — поразился Алмамбет. «Он даже не пожалел Аккулу, которого ценит больше своей жизни. Как будто мало этого, Манас привал к этому свое драгоценное ружье, все остальное вооружение. Я много слышал о щедрости Манаса, но мне даже в голову не приходила мысль о том, что он настолько великодушен». Манас, без слов поняв его мысли, улыбнулся про себя. «Погоди, китаец», — подумал богатырь. «Ни китайцы, ни кокчо не оценили твой труд и причинили тебе столько зла. Подавая другим пример, я всем покажу, как надо чествовать настоящих богатырей. Я ничего не пожалею для тебя. А сейчас по обычаю принесу в жертву желтого козленка». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.